Привет, мои дорогие! Сегодня интересный выпуск новостей. Советую всем посмотреть. Сегодня, наверное, его название и тема будет «За що хлопцы воевали?». Ну, это будет такой, знаете, короткий подход к длинному такому тексту, к статье, но такой познавательный для вас будет. Для многих, особенно для украинцев, будет познавательным. Начнем, наверное, с Ермака, на которого уже УВД Харьковской области, внимание, Российской Федерации завело уголовное дело против главы офиса Андрея Ермака. Передает РИА. Ну вот, как видите, да, на аватарочке. Ну, не на аватарочке, на этом скрине. Ермак подозревается в пособничестве в планировании, подготовке, развязывании, ведении агрессивной войны, а также применении запрещенных средств и методов ведения войны. Дорогие мои, я хочу сказать, что Ермак, если какая-то угроза будет, свалит куда-то в Лондон, к Чичваркину и вместе с Гордоном будет под бокал вина рассказывать, какой Зеленский плохой и как его оставил. Бедного несчастного, как он же там сказал, что его там облили грязью и так далее. Ну, хочу сказать одну интересную вещь по поводу. Самое большое, вот там говорят, он в офис ходит президента, без всяких проблем. Единственное, что с него там поснимали всякие привилегии, можно так сказать, которыми он пользовался. И опять же, когда ты в роли начальника, то все тебе идут на поклон и так далее. Кто-то там взятку какую-то сует, ты влиятельный человек становишься. То есть все идут к тебе что-то порешать. Причем вся Украина, все бизнесмены, кто угодно, военные, все политики идут к тебе решать. А сейчас что? Ноль просто. Очко, которое могут отыметь каждый. Теперь Порошенко, когда стоит рядом с ним, он его не видит. И все. Раньше Петро там заглядывал, а сейчас он его не видит. Окей. Сегодня Виктор Орбан делал заявление, а в ответ на его заявление делал Карль Навроцкий, это президент Польши, тоже заявление. Война проиграна, но признание этого вызовет политическое землетрясение, это заявляет Орбан. Кто решится сказать, что в апреле 22 года, когда мир был близок, Запад помешал этому? Кто признает, что в этом случае сотни тысяч украинцев могли бы остаться в живых, и у Украины было бы больше территории? Да, по сути, дорогие мои, там все для другого было создано. Все для другого. Сейчас хочу вам поставить, тут есть у нас эти, в Ивано-Франковске, сейчас это, за що хлопці воювали, смотрим. Не погоджуватись на мирний план Трампа? Про це треба подумати, звичайно, що ні. Ні, ні в коєму. А чому? Ну, тому що це, за що тоді вмирали хлопці? Оці всі у нас, що ціла площа, за що вмирали хлопці? Ні в якому разі, ніколи. Простий план має бути, вивести війська. Москалі мають вивести війська, і от і вся домовленість. Варто? На мирний, щоб закінчилась війна. Я згідна, щоб повністю була капітуляція. Щоб люди не гинули, діти, жінки. Якщо хоче Путін воювати, най воює в себе вдома, най порядок там себе зробить, а не чужу землю. На цей план в цьому викладі, який зараз є, не погоджуватись? Ні, тільки капітуляція. Ніякі території ми не віддаємо свої. Ну, вы поняли. Это обычная классическая приспособленка, причем еще с париком на голове. Если кто там понимает, разбирается, тот увидит сразу же. И алкоголичка, судя по всему, бывшая русскоязычная, просто приспосабливается. Россия выиграет эту войну, все, тогда, ну, хотя мне нравится сейчас такая мягкая посадка идет, типа, в этой войне не будет победителя, даже там уже Залужный в этом принимает участие, но сам факт, когда Россия выиграет и риторика поменяется, она будет уже топить за другой. Ну, запомните это лицо, не зря оно там в парике, наверное, никто не узнает. Капитуляция, она даже не понимает, что это за слово и к чему это применимо. То есть они что говорят, капитуляция России? Ну, дорогие мои, запомните эту кричалку тоже, потому что она пригодится дальше в будущем. Но тут у нас идет сразу же ответочка, дорогие мои, потому что опрос был в Ивано-Франковске. І ответка йде із Івано-Франковська. Всі, хто не хоче підписання мирного договору і миру, ідіть нахуй. От від душі, ідіть нахуй. Ви вже так заїбали своїми землями. Вже скільки життів забрала ця війна, скільки батьків похоронило своїх дітей, що я не знаю, як вам наглості хватає щось говорити про якісь землі. Будь ласка, ідіть нахуй.
Не поспоришь, дорогие мои. Поехали. Этот Кароль Навроцкий отказался от встречи с Орбаном после его визита к Путину. В среду польский президент должен начать визит в Венгрию для участия в саммите Вышеградской группы, а в четверг была запланирована встреча с Орбаном в Будапеште. Однако Навроцкий пересмотрел свои планы в связи с визитом Орбана в Москву и его контекстом. Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию. Все, в Венгрии вывесят флаги, будет траур, дорогие мои, будет всем плохо. Все, Венгрия не переживет такого. США рассмотрят возможность применения силы против Венесуэлы, если президент страны Николас Мадуро не покинет свой пост добровольно. Этот ультиматум озвучил Трамп в телефонном разговоре с лидером Венесуэлы, пишет Wall Street Journal. У меня вопрос. Путину может тоже не нравиться Пашинян. Он же может тоже позвонить ему и сказать: ты, Пашинян, чухнул отсюда, либо я завтра приду к тебе. Ну реально. Вот это сила дипломатии, я вам скажу. Позвонить, сказать чухни, либо сейчас будет катастрофа. И мы посадим туда эту нобелевскую лауреатку, будем выкачивать все. Она говорит, все отдаст. Все, что принадлежит Венесуэле, все она отдаст. Понимаете, да? Давайте, у нас там трагедия у Зеленского. Послушаем его нытье, которое пишет The Sunday Times, и сделаем некоторые выводы. Зеленский находится на грани, а его борьба за выживание становится личной как никогда. Причина в отставке Ермака на фоне ухудшений дел на фронте и давления американцев по мирной сделке. После того, как он лишился своего самого доверенного помощника из-за коррупционного скандала, и на фоне растущих вопросов к украинской военной стратегии, президент сталкивается с перспективой отхода союзников, говорится в статье о будущем Зеленском. Уберу это лицо, которое кто-то называет президентом, хотя это нелегитимное лицо. Хочу сказать, что, европейцы, вам надо пожалеть Зеленского, лишиться каких-нибудь ваших привилегий в вашей социальной среде, отдать бабки, как сказал Мерц, все, социальные выплаты мы немножечко притормозим, сократим, отдать их все Зеленскому на распил вместе с Каей Каллас, вообще просто самая порядочная женщина, лицо обложки любого издания Times. Трамп, кстати, сделал там список всяких этих лже-СМИ, на сайте президента, я вам говорил, я вам прочитаю это. И вопросы не задавайте, потому что сядете в тюрьму. Это я вам говорю. Поехали. Шотландия. В Шотландии семьям, приютившим украинцев, стали рассылать письма об отмене финансовой выплаты за это. Один из домовладельцев рассказал Daily Mail: мы получили письмо от Совета, в котором спрашивали, что мы думаем о прекращении выплат. По его словам, в письме также спрашивали, потребуют ли хозяева, чтобы их гость-украинец был выселен. Но мы никогда этого не сделаем. По данным Daily Mail, около 28 тысяч украинских беженцев в Шотландии рискуют потерять жилье после того, как лейбористы решили сократить выплаты семьям до нуля и отменить грант в 350 фунтов для хозяев домов. Теперь власти региона опасаются роста числа бездомных, если украинцы потеряют крышу над головой. Чего? Испания пополнится. Они все рванут сюда, в Испанию. Ничего не будет. Бездомные и так есть, им без разницы. Испания пополнится, потужно, сразу же пополнится. Но хочу сказать одну интересную вещь. Я общался с другом, у него есть подруга, живущая в Норвегии, которая, дорогие мои, переживает за то, что война закончится и ей дадут пинок под зад. Она переживает это, понимаете? Она поэтому и топит постоянно везде она там во всех комментариях, она везде участвует, она везде поддерживает Зеленского. Просто только из этого. Я вам расскажу одну интересную историю. Тут есть у нас всякие супермаркеты, я стою, тут очень классно придумано в Меркадоне, это местная сеть супермаркетов, тут можно купить какие-то салаты, и сразу же в Меркадоне есть такой уголочек, где ты можешь поесть. И я там сижу, ем этот салат и наблюдаю за людьми, которые с кассы, на кассе стоит. Стоит наш мешок. Именно, знаете, просто, на который голубь даже не срет. Стоит она, красавица, и
она прям, знаете, как вот голубь в глазу, сразу же у тебя такое бельмо. Ты видишь сразу же их, ты думаешь, срань Господня, откуда ж, ну, почему я тебя в Украине не замечал? Ну, ты такое чмо, ну, просто, ну, чмо чмошное, серьезно. Там ящик водки даже не поправит ничего. Ну, просто вообще ничего. Ты смотришь, и она и в Испании чмо, да, и в Украине это чмо. Ну, ты видишь, думаешь, где же ты, как я тебя не видел, я по всей Украине катал. А вона из села. Вона из села Львовской области где-то. Вот она благодарит Зеленского за то, что он дал ей такую уникальную возможность провести свои годы чудесной своей жизни в Испании. И как только назревает какой-то мир, она сразу же на свой мешок накидывает этот желто-блакитный флаг и гребет туда поддерживать Зеленского, не давать настать миру, потому что мир выгонит ее опять в это сраное село. И все, где, наверное, голуби не живут. Ну, над ее домом точно там не живут голуби. Это просто надо видеть, дорогие мои. Это просто страх страшенный. Поехали. Сейчас я хочу вам прочитать одну интересную статью, для того, чтобы мы все поняли, что сейчас. Вот в последнее время я вам постоянно говорю о том, что маски начинают слетать. Поехали. Сегодня, когда война длится уже 3-й год, становится все очевидней. Та идеология, которая оправдывали конфликт, не имеет ничего общего с реальными национальными интересами Украины. За громкими лозунгами, эмоциями, обещаниями скрывалась совершенно иная логика. Логика денег, контрактов и влияния. Война стала рынком, а украинцы его расходным материалом. Страны Европы и британские элиты не ведут эту войну сами. Они не отправляют свои армии, не несут потерь, не разрушают свои города. Но при этом оборонные компании получают рекордные прибыли. Их акции растут, подписываются новые контракты, строятся заводы, расширяются бюджеты ВПК. Украинская кровь стала топливом для европейской оборонки. Украина воюет, Европа зарабатывает. Это не идеология, не ценности, не борьба цивилизации. Это бизнес-модель, в которой смерть украинца увеличивает стоимость акций чужого военного концерна. Чуть-чуть начинает, да, пелена с глаз сходить. Псевдонационализм подменил собой настоящие национальные интересы. Настоящий национализм – это забота о стране и о людях. Это дороги, тепло, газ, вода, зарплаты, безопасные города, сильная экономика. А что поставили во главу угла? Лозунги, язык, ненависть, кто не скачет, тот москаль. Настоящие интересы социальные, экономические, инфраструктурные были подменены примитивной риторикой. Эмоциональные лозунги закрыли людям глаза на то, что страна разорвана, коррупция не исчезла, элиты обогащаются, ресурсы уходят за границу, миллиарды тратятся не на людей, а на чужие ВПК. Псевдонационализм стал дымовой занавесой, чтобы никто не спрашивал, где газ, где дороги, где больницы, где работа, где свет. Мирные переговоры всегда блокировались внешними игроками. Каждый раз, когда появлялся шанс остановить войну, особенно весной 22 года и то, что происходит в 25 году на протяжении всего года, внешние силы вмешивались, чтобы мир не состоялся. Мир выгоден украинцам, но не выгоден тем, кто зарабатывает на войне. Мир означает закрытие контрактов, падение акций, сокращение военных бюджетов, прекращение помощи под кредиты, остановку финансовых потоков, политическую ответственность за последствия. Поэтому от мира всегда уходят. Европа и Британия целенаправленно делали Украину зависимой. Украине обещали защиту, но ни одна европейская страна не вступила в войну. Зато каждая страна продавала технику, получала деньги, подписывала договоры, усилила свой ВПК, укрепила собственные позиции. Украина стала рынком, поставщиком бесплатного человеческого ресурса, площадкой для испытаний техники, клиентом на десятилетия вперед. Это не помощь, это зависимость, оформленная как помощь, дорогие мои. Украинцы погибают за интересы тех, кто никогда не будет погибать сам. Все, кто принимает решения, живут под охраной, имеют капитал за границей, имеют недвижимость за рубежом, обеспечивают свои семьи, встроенные в западные элитные сети.
то есть активы. Украинские граждане мобилизированы, беженцы, семьи погибших платят за войну жизнями и будущим. Элиты платят за войну только словами, дорогие мои. Это трагедия не отдельного человека, это трагедия целой нации, которую обманули красивыми лозунгами и заставили воевать ради чужих интересов. Мы видим, как я вам не зря показал видео из Ивано-Франковска. Как манипулирует этими лозунгами. Вот та вот дамочка в парике, она не от себя говорит, она говорит лозунгами. Ее оттупили, вшили эти лозунги и все. И наделили еще страхом, таким как СБУ. Главная мысль: Украина несет самые высокие потери в Европе со времен Второй мировой войны. Но те, кто громче всех кричит о борьбе за свободу, не теряют ничего. Война стала способом заработать, укрепиться, провести реформы и построить политические карьеры. А украинская нация платит за это самым дорогим – жизнью своих людей, разрушенными городами, экономикой и будущим. Открывайте глаза. Маленькая, молодая эта блогерша из Ивано-Франковска все прекрасно понимает. Хочу вам сказать одну интересную вещь. Когда начинается разговор о мире, у тебя сразу же на подсознательном уровне флешбеки появляются. Это вспышки хороших моментов твоей жизни в твоей стране. Они сразу же вспыхивают у тебя в глазах. Тебя тянет домой. Всегда тебя тянет домой. Это твой дом. Мне вот говорят, почему ты не в России или не поедешь в Россию. У меня есть свой дом. А сейчас я здесь нахожусь, потому что я здесь под судом из-за Украины. Из-за того, что говорю правду, и для того, чтобы забить мне рот. Вот почему я здесь, дорогие мои. Но у меня есть свой дом. У россияне свой дом, свои дома. У украинцев свои дома. У одесситов свой дом. Свой город, своя страна, своя вселенная. Мы хотим домой, дорогие мои. Сейчас я вам покажу, как нужно воевать с Путиным, дорогие мои. Внимание. Все спрашивают, что я могу сделать. Вы можете сделать две вещи. Контролируйте прием душа, свой и своих детей. И каждый раз, выключая воду, приговаривать: «Получи, Путин». А можешь вообще не мыться, тогда Путин умрет. И не готовить. Вообще ничего не делать. И все. И потом у тебя и сил не хватит сказать «получи, Путин». Поехали. The Times пишет, что в США начали осознавать, что ЕС саботирует мирные переговоры по Украине. Ого, ничего себе. Пожелавший остаться анонимным дипломат из Франции заявил изданию, что глава дипломатии Кая Каллас олицетворяет все самое худшее в европейской дипломатии и является проблемой для окончания войны. Ну, потому что она топит за деньги ВПК. Вы поймите, что я проще объясню. Вот статья просто раскрывает глаза очень широко. Но я проще объясню. ВПК разных стран, Германии, там, Rheinmetals, да, в Британии, тоже Rolls-Royce, там 3 или 4 ВПК, в Германии 3 или 4, в Швеции Saab, в Дании строят заводы специально для этого. Во Франции тоже 3 компании ВПК работают. Посмотрите, откуда кричат, и вы поймете. У меня есть целый список этих компаний. Вот что происходит. Вот почему они хотят, чтобы война была. Они платят этим конченым, таким как Стефанишина этой конченой, которая сидит в Америке и лоббирует войну дальше. И лоббирует вот эти вот все вот гасла, которые говорят: нет, мы не согласны на это. Мы никогда, украинец никогда не согласится. А внутри сидят оплаченные НКО националисты, которые подменили понятие национализма, комфорта жизни внутри страны. На каком языке ты разговариваешь? Вот национализм, во что ушел. Нормальный, трезвый, нормальный абсолютно национализм, который беспокоится о собственной нации, о проживании комфортном собственной нации, о комфортабельности нации, да, о долгожительности, о будущих детей. Его нет. Есть просто на каком языке ты говоришь. Ты еще агент Кремля, или ты что, за москалей топишь, или что-то еще? Все сузили. Поставили этот орган, возглавили его националисты, я имею в виду СБУ, и нагибают людей. Кто поднял голову? В тюрьму. Сразу же в тюрьму. У Украины нет будущего. Нету.
В том виде, в котором она сейчас, и у нее нет будущего. И вот этих вот огромного количества приспособленцев, которые сидят там и приспосабливаются к любой власти, и вот этих вот дамочек, на которых голуби боятся срать, в Европе, которые будут поддерживать и бежать на митинги для того, чтобы война не прекратилась ни в коем случае, потому что в ее говносранске или там говножуйске, где она живет, нету ничего такого, что есть в Европе. Для меня, как для одессита, мне комфортнее дома, у меня там есть все условия, абсолютно все. Все, что мне надо, у меня есть дома. И даже больше, чем здесь. Все услуги, все сервисы, которые я получал в Украине, их больше, чем здесь. А для нее, где в этом говножуйске нет ничего абсолютно, то здесь для нее, конечно, это другая вселенная. И она будет цепляться, как паразит своими лапками за что угодно, чтобы только ее отсюда не вышвырнули. Вот в чем беда всей Украины, дорогие мои, вот в чем. А пацаны, которых хватает специальный орган, которого там 125 тысяч этих клятых упырей ДЦКшных, хватают их на улице и кидают туда для того, чтобы Rain Metal и Rolls-Royce и другие всякие, да, там, я забыл, как называются там французские эти ВПК. Тот же Saab, который самолеты готовит, чтобы они наживались в этом несчастном украинце. Потому что европейца загнать туда в войну, это будет очень дорого. Зачем, если есть одебиленный украинец, который готов там, кто не скачет, тот москаль, бежать и убивать себя? Зачем европейцы? Не надо. Европейца можно как лоха, просто как овцу с него снимать шерсть в виде налогов и отправлять их туда, распихивая себе по карманам. Такая беда, дорогие мои. Казахстан выразил протесты за атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что Астана рассматривает атаку как действие, наносящее ущерб отношениям Казахстана и Украины. Заткнули уже свой рот, развернули, реверснули и пустили через другие точки. Вот и все. Порешали очень быстро. Очень быстро. Я хочу сказать больше. Когда война закончится, понятно, что победа будет, конечно, на российской стороне. Но они специально отыгрывают так, чтобы не было победителей. Хотя я не знаю для чего. Без разницы. Казахстан будет совсем по-другому себя вести. Абсолютно. И все те, кто поддерживали украинскую власть, включая Молдову, ну, понятно, что Санду тиканет, будет вести себя совсем по-другому. Поехали. На сайте Белого дома появился новый раздел со списком СМИ, которые по версии американской администрации распространяют фейковые новости. В качестве медианарушителей недели там указаны Boston Globe, CBS News, The Independent. Им приписывают неверную подачу высказываний Трампа. Раздел также содержит зал позора, куда включены Washington Post, CBS News, CNN, MSNBC, Associated Press, New York Times, Wall Street Journal, Политика, Axios. Ну, а туда даже и BBC можно включить, Экономист туда можно включить, FT туда можно включить. И еще куча их огромное количество. Просто обычный The Times. Они все работают под одну. Ну вот, как заявлял Такер Карлсон о том, что, по-моему, The Economist, да, или нет, Associated Press, глава имеет акции у американского ВПК. И поэтому он и будет рубить в ту сторону, где будут подниматься акции. Поехали. Это уже, говорят, волки да Винчи. Это такой батальон интересный, да, из барбершопа. Восстановить утраченные позиции в Покровске для ВСУ уже объективно невозможно. Об этом заявил замкомандира батальона Алексей Махринский. По его словам, уже больше половины Покровска находится под Россией. Я думаю, там 90% находится. Это специально для того, чтобы, если оно вылетит где-то туда в массы, чтобы, ну, показывало, что не все. Так что и европейцы страдают только налогами, да, а украинцы страдают будущим, действительно, и кровью. Потому что, давайте так, вот меня там подписчик написал один, что вот представь, вот сейчас вот эта вот армия, которая вот там жила за счет вот
всех тех снабжений, которые идут, я имею в виду не пацаны, которые там в окопах сидят, да, а те, которые там в штабах сидят и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Их просто лишают денег и возвращают в Украину без экономики. Все, 90-е. Здравствуйте. Сразу же. Здравствуйте, 90-е. Денег им никто не выплатит. Ни за то, что он воевал, ни за что. И мы видим сейчас и так, это, знаете, как утечка газа, да, идет какая-то. В этих ресторанах зарезал, подрезал, застрелил и так далее. Причем полицию просят не публиковать многие вещи. Мы получаем всего лишь какой-то, я не знаю, мизерный процент того, что происходит на самом деле. Представьте, что будет. Их там сотни тысяч. Они вернутся, и все, и начнется решалово. Эта бригада держит там, реально бригада, там 93-я или какая-то, 225-я и так далее. 3-я штурмовая. Одна работает для тех, а те работают под теми. Вот что это будет. Такой военный бандитизм будет. И для обычного украинца, который рассчитывает на то, что все вернется и будет как было, нет. Вот какое будущее мы теряем. А из Европы попросят. И вот этот вот мешок с говном также попросят туда, в свой говножуйск. Так что нечего пугать европейских голубей. Так что так, дорогие мои, подписываемся. Кто не подписан, обязательно. И я вас всех обнял.